Мультсериал по мотивам компьютерной игры Лига Легенд. Для тех, кто не в курсе, это что-то типа Доты. Но я, наверное, как и многие, кто посмотрел сериал, вообще не отстреливаю, что там было в игре. Да и вряд ли после просмотра все побегут скачивать ее, чтобы поиграть. А вот погрузиться в этот лор, это уже совсем другой разговор. Но давайте по порядку. Две сестры вместе со своими друзьями совершают неудачное ограбление научной лаборатории в Пилтовере. Происшествие может привести к вооруженному конфликту между верхним процветающим инновационным городом и нижним, откуда родом сестры, там царит бедность, бандитские разборки, коррупция и вот это вот все. В основном это сериал про людей и их отношения, про семью и как важно поддерживать друг друга, про добро и зло, причем тут размыта грань между этими словами, и иногда приходится делать зло ради добра и наоборот. Это про предательство, про смерть, про бизнес, про прогресс и про политику. Главными персонажами являются две сестры, чья жизнь — это постоянное выживание. Воровство ради еды, драки ради авторитета, уступки ради семьи. Но это не Вин Дизель со своим форсажем. Это реальная жизнь со своими реальными проблемами. Нам показывают многие жители Нижнего города, которые живут плечом к плечу с сестрами. При этом там есть и свои злодеи, хоть все и плюс-минус в одинаковых условиях существования. И также жители Верхнего города. Дома и советников, что управляют всем, изобретателей и политиков, и их взгляды на жизнь и будущее. Это один из немногих сериалов, где ты ощущаешь весь масштаб их мира с первой серии, буквально с нескольких кадров. Пускай в основном для зрителя это ранее неведомые технологии, сложная и фантастическая архитектура, но в то же время это все ощущается живым, натуральным, настоящим, если можно так выразиться. Мультсериал затрагивает много жизненных тем, старается показать их с разных сторон, причем с непредсказуемыми поворотами и с реалистичной жестокостью. Я не сторонник агитировать за что-то, так же как и просить подписаться на мой канал, но этот мульт я однозначно рекомендую, и после первой серии вы поймете, нужно оно вам или нет. Особенно когда у сериала заведомо есть первоисточник, будь то книга или лор компьютерной игры. Визуально это как минимум очень стильный мультсериал. Что же касается анимации, то мне это напомнило смесь серии игр Borderlands и работ режиссера Альберто Миэльго. Вы его можете знать по одному из эпизодов мультсериала «Любовь, смерть и роботы» или же по тизеру третьей части игры Watch Dogs. Тем не менее, это свой отдельный стиль анимации, в котором есть что-то из стимпанка, есть красивая магия, возможно кто-то даже заметит тут что-то из аниме. Уделили внимание мелочам и детализации как окружения, так и всем техническим штукам и орудиям, которыми пользуются персонажи, их одежде и движениям. Эпичность и слоумо присутствуют в каждой серии, особенно если дело доходит до боевых сцен, которых, к слову, тут много, но я считаю это одной из фишек данного мультсериала. Наконец-то современный мультсериал с современной музыкой. Экшн-сцены — это отдельное удовольствие. Я думаю, будет много людей, которые пойдут гуглить плейлист этого мультсериала после просмотра, чтобы добавить себе несколько треков. Чего только стоит главная тема от Imagine Dragons. В компьютерных играх, помимо интересного сюжета и кучи персонажей, есть еще такая залипательная тема, как кат-сцены. Они появляются время от времени, чтобы разбавить геймплей и рассказать или же показать что-то по сюжету. Зачастую они короткие, и те, кто их создает, вкладывает по максимуму в анимацию и экшен, чтобы показать то, что обычно нет в кино, найти новые ракурсы и сделать как можно эпичнее. Иногда даже целый фильм можно создать только из них, и мне всегда хотелось, чтобы те люди, которые создают такие микрошедевры, создали что-то свое. И я наконец-то получил это благодаря мультсериалу Arcane. Да, местами клише, да, местами предсказуемо, но все равно это очень красиво. Тут огромный неизведанный мир, тут интересный сюжет, живые персонажи и эпичный экшен. Не знаю, насколько это канон в плане лора Лиги Легенд, но однозначно я уже жду продолжения. Ну, как-то так. Ну а шо?